Ассаламу алейкум. Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале «Диалоги о рыбалке». Сегодня мы поедем на двухдневную рыбалку с гостями из Крыма, которым понравилась наша природа, пустыня, озера и, конечно же, рыбалка. Начнем мы с озера Куймазар, попробуем половить хищников, а затем переберемся на озеро Тудакуй. Не будем тратить время, поехали! И вот мы прибыли на наше озеро. Погода была отличная. Не теряя времени, мы занялись обустройством лагеря. Наша сегодняшняя цель – это удовольствие от самого процесса ловли, общение с интересной компанией и, конечно же, отдых. У берегов озера кипит жизнь. Тут огромное количество перелетных птиц. Несмотря на то, что вода в озере соленая, оно богато рыбой, которая привлекает большое количество пернатых. Благодаря теплому климату, свежему воздуху и кристально чистой воде здесь можно прекрасно провести время. Можно порыбачить, искупаться и отдохнуть душой. Скажите, какую рыбу будем ловить и на что? Андрей, у нас сейчас вот водоем Тудакуй. В основном сейчас идет сезон сазана хорошо. Сазан здесь дикий, абсолютно дикий. Первый раз в этом году мы начали ловить его на прикормку. До этого мы только ловили его на креветку, он шел хорошо. А в этом году вот идет на прикормку, и мы, давайте вот сейчас я некоторые ингредиенты привез. Ну давайте посмотрим. Вот я сейчас их поместил, а что сюда сейчас входит, смотрите, это кукуруза. Вот. Мелкая такая. Вот. Что еще у нас? Рис вареный идет. Для склеивания он хорошо помогает. Так. Это пшеница. Ну, пшена, да, я понял. Да, пшеница. И вот еще один ингредиент, которого, наверное, у вас невозможно найти, это вот жмых. Жмых, да? Ну, это хлопковый жмых. Хлопковый жмых. Да. У него есть свой запах, вот, вы можете понюхать. Вот такой жирненький, вот хорошо. Ну, сазан идет на него. Это из хорошо. него масло делал, выдавливает? Да. Это вот хлопковое масло делают? Да, вот когда после отжима вот это все остается, вот на него тоже хорошо идет сазан. Вот мы с вами сделали вот такой, я сейчас вот
поместил вот такие вот кружочки. Можно взять вот такую, на эту пружинку будем ловить. Посадим его вот так. И все. Один крючок снизу будет. Мы крючок оденем и забросим. Ну, надо бросать сколько дальше, сколько лучше. Рыба покрупнее, так что они все в глубине. После приготовления прикормки мы активно прикормили место нашей ловли, забросили снасти и ждали долгожданный момент поклевки. У Бухаре большинство поклевок происходит в ночное время суток. Днем, конечно, тоже можно поймать рыбу, но в основном это будет мелочь, которую можно будет использовать в виде живца на хищную рыбу. Нормально, я думаю, живет. Динамика пошла. Мы уже ловим рыбу. И очень надеемся, что этот клюет нам принесет змееголова. На рыбалке, если представить, ты получаешь в принципе кайф от любой. Ну, на мой взгляд, да, есть где-то игра больше, где-то сопротивление чувствуется лучше, поклевка лучше. Но когда ты тащишь рыбу, и она уже села, то ты забываешь о будущем. Нашим друзьям из Крыма очень хотелось поймать трофейного змееголова. Но так как крупного змееголова возможно поймать с мая по сентябрь, а наша поездка состоялась в октябре месяце, то пришлось радоваться пойманным маленьким змееголовым. Несмотря на это, они были очень рады подержать свой небольшой улов в руках и разглядеть его со всех сторон. Прикольный такой вообще. Смотри. Ну давай. Красавец. Правда, похож очень на змею и окрасом, и формой головы. На рыбалке мы пользовались донными снастями. Они являются одним из наиболее эффективных способов ловли рыбы со дна и позволяют ловить практически любую рыбу – плотву, леща, судака и, конечно же, сазана. Сазан – одна из почитаемых рыб в наших озерах. На этом озере сазан ведет себя достаточно активно. Вода в этом озере чистая, и поэтому на теле рыбы никогда не бывает никаких паразитов. А крупные сазаны этого водоема очень капризны к приманкам. Они не собираются в большие стаи перед зимовкой, в отличие от других рыб. Эта рыба очень хитрая и осторожная. Ее не сравнить с тем же карпом. Вырастает сазан до приличных размеров, достигающий до 20 килограммов.
Когда вы приезжаете на рыбалку, то вам без лишних слов захочется вкусить весь аромат свежепойманной рыбы. Как приятно, когда есть свежий улов. В нашем случае это сазанчики, которые мы сразу решили пожарить в казане. И кто бы что ни говорил, но рыбалка – это удивительное занятие, и время, проведенное на ней, в счет жизни не идет. Да, есть. А у меня нет. Есть. Вот она. Эх, ха-ха. Цвет светлый. Вот такой вот. Зацепился. Вот такие саданы у нас здесь. Да, мел. Расскажи, какие впечатления у тебя от рыбалки? Почему вы решили приехать в Узбекистан? Мы ехали в Узбекистан не на рыбалку. Угу. Мы в Узбекистан собрались собирались давно. Мы много путешествуем, много рыбачим и в разных местах. Про Узбекистан сначала мы не думали рыбачить. Мы хотели посмотреть, жемчужины действительно Средней Азии, Самарканд, Бухара, Хива. Но так получилось, что буквально за некоторое время перед отъездом я увидел передачу «Диалоги о рыбалке», где вы показывали ваши озера в Узбекистане, о том, какая природа, пустыня, да, что это действительно у вас она живая, что много животного мира, много всего остального, какая рыба ловится. И некоторых, я даже про некоторые не слышал никогда. Вот. И мне это стало интересно, и я связался сначала с Travel Asia, потом я именно попросил, что дайте нам, пожалуйста, координаты Айбека, потому что, рыбак рыбака видит Издалека. Что поговорить, какие снасти брать, чего, что, как. В общем-то, действительно очень интересно. Вот мы уже даже попробовали половить, это действительно другая рыбалка, то есть и озерная сама по себе, и специфика местная, и поэтому, конечно, безумно интересно. Мы очень надеемся, мы как раз всегда слушаем, когда мы приезжаем на какую-то рыбалку, мы всегда слушаем местных рыбаков, как нам рассказывают специфику местную, и что-то пытаемся свое тоже привезти. Да. Попробуем и наши снасти. Попробуем, обязательно попробуем. Красивая страна, красивая природа. Надеемся, будет шикарная рыбалка. Андрей, расскажите, какая рыбалка у вас в Крыму? На какую рыбу вы рыбачите? Где рыбачите? Какие Я рыбы понял. водятся? Смотрите, у нас в Крыму есть две основные виды рыбалки. Да? Это есть море черное, которое, то есть там ловится что? Ставрида, барабуля, окуньки морские, пиламиды можно поймать. Вот. Но она требует определенных, как сказать, это нужен катер, лодка, потому что, есть с берега но много не поймаешь или крупной нету. А чтобы поймать нормальную рыбу, допустим, ту же ставридку, да, там сантиметров, 20, там покрупнее 30, то нужно выехать на катере где-то метров 100-150 или на лодке, да, и вот на глубине 40-60 метров, да, вот там вот идут косяки вот этой вот рыбы. И ты в отвес ловишь на ставриду. Это как бы самая распространенная рыбалка. Вот. Но у меня встречный вопрос. Вот мы приехали сюда на озеро.
Здесь, я так понял, сазан, змееголов, как бы и судак есть. А какие есть варианты еще рыбалки или в Бухаре, или в Узбекистане? Так, вот у нас лично в Бухаре около 15 водоемов вот таких озер. Они все дикие, с дикой рыбой. Я сейчас коротко расскажу насчет Тудакуля. Здесь водится около 40 видов рыб. Это на что мы всегда приезжаем на рыбалку, это на змееголова, на судака, но сама очень редко, потому что сом как-то не интересует как-то нас. Сом не интересует? Нет. Змееголов, судак, и из белой рыбы у нас хорошо идет, клюет хорошо сазан, белый амур, черный амур, два вида амура есть. Да. И есть такие редкая рыба, лопатоносы, два вида, но они в Красной книге мне их отпускают. Они, в принципе, вырастают до 40, до 50 сантиметров всего. Ну, это белая рыба или хищник? Белая рыба. Это Но белая. клюет на червя. Какая ночная рыбалка обходится без костра и самого вкусного ужина? Ближе к вечеру уже не на шутку разыгрался аппетит, и мы решили побаловать наших гостей одним из самых главных традиционных блюд узбекской кухни. Ребят, плов это символ узбекской кухни. Сегодня мы будем с вами готовить плов. И как раз я вам покажу, как она готовится, именно бухарский плов. Нам нужны будут ингредиенты мяса, это говяжий, немножко курдюка, баранина, ну и морковка, рис и наши узбекские национальные приправы. Давайте посмотрим, как готовится настоящий бухарский плов. Начнем тогда? Да. Так, у нас сейчас мясо в первую очередь пойдет. Давай. Масло у нас уже накалилось хорошо. Вау! Нифига себе. Говяжье мясо идет. Ну и курдюк тоже там. Айбек, как давно вы занимаетесь? Я где-то лет 20, наверное, или больше. А что вас подвигнуло? Я знаю, что в Узбекистане это как-то не очень было раньше развито. Да. Последние лет 10 вот начали заниматься плотно рыбалкой. Как-то начали увлекаться, молодежь начала увлекаться рыбалкой. Там мои друзья близкие забрали, Дима Ганин, у меня есть такой один друг, забрал на рыбалку, мне очень понравилось. Первая рыбалка у меня была спиннингом, мы ловили жерех. Мне понравилось вот это вот вываживание рыбы. Борешься, когда вот с рыбой, вот это все, да, вот это все как-то, Азарт. да, задело, и все, вот после этого начал уже сам друзей звонить по друзьям, когда поедем, накупил удилища разные, катушки, начал разбираться в этих плетенках, лесках, крючках, крючки вот эти. И все, пошло-поехало. У нас в первую очередь дошла до риса. Так, красиво так будем укладывать его. Тоже слоями получается. Да, Что-то- все слоями идет. Этими отличается бухарский плов от других пловов. Все закрываем крышкой. Когда приготовится плов? Все это будет вариться до тех пор, пока запах и аромат не достигнет Аллаха. Будем ждать. Будем ждать. Что для вас рыбалка? Какие у вас впечатления от этого водоема? Айбек, ну, рыбалка для меня лично это однозначно не ловля рыбы.
да, это общение с друзьями, да, это вот эта природа, это лунная дорожка, это то, что мы видим вокруг, это настроение, это настрой. То есть к рыбалке в Узбекистане мы готовили гораздо больше, чем за месяц. И само приготовление это тоже уже рыбалка. Это тоже рыбалка, да, действительно вы правы. Ну, вот эта чуть машкара нам портит немного рыбалку, но через час, мне кажется, они тоже, да, это все закончится. А рыбалка, наоборот, начнется у нас. Ночная интересная рыбалка начнется. Плов, кстати, это тоже рыбалка. Да, это тоже рыбалка. Крымско-бухарский плов. Наша дружная компания сплоченно и ответственно следила за чистотой лагеря, запасом дров и, конечно же, за процессом приготовления плова. И, получив массу эмоций, наш ужин перешел в ночные дискуссии, полные впечатлений от пережитого дня. Не успеешь насладиться едой и компанией, как снова пора на рыбалку. На сон просто не остается времени. Конечно же, ночная ловля рыбы на донке – это классика жанра. Ночная рыбалка, кроме приятного времяпровождения, еще и способна принести весьма солидный улов. Спустя некоторое время нам попались сазаны, и мы вдоволь нагляделись на пойманных красавцев. Одно название этой рыбы заставляет рыбацкое сердце биться в восторге, а душу трепетать. Отличные сазанчики, да. Хрюкают, хрюкают. Что мы будем делать? Пожарим или отпустим? Жарить будем, жарить. Или отпустим? Давайте маленького отпустим, а большого будем жарить. Давайте, хорошо. Починчику. Беленький, да, такой, смотри? Красавец. Лови змееголов большой и еще больше. Ну, первая рыба моя на озере Каликут. Какая рыба, знаешь? Ну, у нас это типа густерка называется. Подлещик, да, что-то типа такого. А у нас как называется, Дина? Два глаз. Двоглаз. Вот сазанчик ночной наш. Где-то на пару килограммчиков потянем. Смотрите на окраску. Светленький такой. Первый сазанчик на сегодня, и по цвету он очень отличается от привычного. Он прям белый. Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале «Диалоги о рыбалке». И подводя итог, можно сказать, что нашей поездкой все остались довольны. Как-никак мы поймали приличное количество сазанов и несколько судачков. Налюбовались красивым пейзажем пустыни, приготовили вкусный ужин и, конечно, посидели с хорошей компанией. Надеюсь, нашим гостям захочется приехать сюда еще не раз. Ловите рыбу, любите рыбалку. Всем ни хвоста, ни чешуи.